Период, в котором мы с вами сейчас живем, когда война идет уже почти без малого полгода, можно смело именовать временем надежд для российского руководства и его пропаганды. Причем надежд довольно специфичных и, конечно, беспочвенных. Давно, с конца весны уж точно, никто не ждет каких-то существенных новостей с фронтов. Слово «Киев» навсегда покинуло уста оберпропагандистов, оставшись в обороте штатных скоморохов вроде Рамзана Кадырова. При беглом взгляде на карту фронтов, которая по существу не менялась с мая месяца, даже самой преданной информационной обслуге режима понятно, что война, оставаясь высокоинтенсивной, перешла в затяжную фазу. С одной стороны, потери в людях и технике продолжают нарастать с каждым днем. Их будет все сложнее скрывать. Все сложнее будет воевать силами нищих национальных республик. Рано или поздно потери придут в крупные города. С другой стороны, перспективы хороших новостей совершенно не просматриваются для России. Сейчас на фронте явно сложился плюс-минус паритетный баланс сил. И если не сработает какое-то мощное внешнее обстоятельство, то непонятно, почему он может измениться, этот паритетный баланс сил. Почему война в режиме захватили 2 деревни на востоке и потеряли село на юге, и наоборот, не может продолжаться дальше, растягиваясь в бесконечность. При этом отмотать все назад тоже не получится. Слишком велика интенсивность боев, слишком велики потери, слишком много ресурсов нужно направлять на войну, слишком сильно российская экономика страдает от санкций, чтобы можно было бы об этом всем просто забыть. Что нам говорит о явном дефиците российских ресурсов в первую очередь? Как мы это можем с вами понять? Об этом нам говорит вовсю развернувшаяся мобилизация заключенных из тюрем, из колоний. Практика мобилизации заключенных, такой обмен риска на свободу, никакая не новинка, и придумали ее не вчера. Так поступал Советский Союз во Вторую мировую, формируя так называемые штрафные батальоны, да и еще много кто. Но в эти штрафные батальоны советские не только отправлялись военнослужащие из обычных частей за дисциплинарные нарушения, но там служил и чисто уголовный элемент. Украина в самом начале нынешней войны тоже прибегала к самым разным мерам по привлечению людей к обороне страны. Например, в Киеве чуть ли не всем желающим раздавали автоматы. В числе прочего шла тогда речь и о том, чтобы отпускать заключенных с боевым опытом, ветеранов войны на Донбассе, например. То есть, с одной стороны, такое в принципе случается. Но с другой стороны, это всегда отчаянная попытка на грани жизни и смерти хоть что-то как-то добавить сил своей армии. В первую неделю войны в Украине речь шла не о том, кто и когда возьмет Лисичанск. Речь шла о самом существовании Украины как государства. Перестрелки с российскими диверсантами шли прямо на улицах Киева. Российская армия стояла в Ирпене. А от окраины этого самого Ирпеня до офиса президента Украины где-то полчаса на машине. Примерно как от Кремля до моего родного района Щукино. В конце февраля и начале марта украинское руководство находилось в безумно сложной и одновременно крайне простой ситуации. Если есть люди, способные держать автомат, и тем более знающие, что с ним делать, то им немедленно нужно его выдать. Потому что финансовая и оружейная помощь Запада – дело, конечно, хорошее, но до нее еще нужно дожить. Россия не находится в таком положении. Никакой враг не стоит в Щукино. Более того, российские власти обещают платить за службу по контракту совершенно нереалистичные деньги. В каких-то регионах предлагают 200, а в каких-то 300 и более тысяч рублей. То есть среднюю годовую зарплату нищих регионов предлагают за месяц боевых действий. И это без учета компенсации за ранение или смерть. Но даже экстра мощной финансовой мотивации уже недостаточно. Приходится идти на отчаянные меры, такие как мобилизация заключенных. Сначала ее проводили тайно, а сегодня, смотрите, вполне открыто рекламируют в федеральном эфире устами придворного режиссера Никиты Михалкова. За последнее преступление он получил 5 лет, и в принципе в феврале 2023 года мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс. Он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там.
Он хотел искупить свою прошлую жизнь. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, как у России обстоят дела с ресурсами на ведение войны, то у нас есть ответ. Очень плохо. Даже обещая фантастические зарплаты, даже призывая заключенных, Россия не может набрать достаточно личного состава, чтобы как-то вести боевые действия. Никак не выходит сформировать группировку, если не для решающего перелома, о чем уже все давно забыли, но хотя бы для того, чтобы фронт двигался быстрее сотни-другой метров в день. Ведь проблема Путина еще вот в чем. У Украины нет реальной задачи эту войну выиграть в военном смысле. У нее нет задачи взять Москву. На данном этапе речь не идет о том, чтобы отвоевать Крым или Донецк с Луганском. На данном этапе у Украины одна цель – нанести Путину поражение. Любое поражение. Забрать назад что угодно, что тот успел объявить своим. Херсон так Херсон, неважно. Любое локальное поражение моментально изменит внутреннюю ситуацию в России. Это будет пилюля, которую невозможно подсластить. Сторонники войны, противники войны. Поражение настроит против Путина всех. В этом еще одна большая проблема. Ведь при том паритете ресурсов, который сейчас сложился, масштаб задач-то совершенно разный. Путин не может начать войну за Киев, Львов, Одессу и Харьков, а вернуться с Мариуполем и Херсоном. Ему нужна большая победа. Противникам же Путина не надо одерживать большую военную победу. Нужно просто нанести ему любое, пусть трижды номинальное, но яркое поражение. Лишить его любого приобретения. И тогда внутренняя ситуация в России может настолько резко измениться, что дальнейшего продвижения украинских войск и не надо будет. Уже никто не будет им сопротивляться. Такое вполне вероятно. Россия не может самостоятельно обеспечить перелом на фронте. Не может компенсировать своей экономике потери от войны и санкций. В обоих случаях и для того, чтобы достигнуть какой-то осязаемой победы, и для того, чтобы удерживать свой тыл в относительно благополучном состоянии, нужно какое-то внешнее чудо. В первые же дни войны и с введением первых же санкций надеждой стала переориентация на Китай. Масштаб мечты был гораздо шире, чем простая переориентация. По сути и по тону заявлений речь шла как минимум о том, что Россия образует политико-экономический союз с Китаем против США и Евросоюза. И Китаю в этом союзе будет отведена почетная миссия по решению всех наших проблем. Что мы знаем о Китае? Мы знаем, что каждый 6-й доллар китайского экспорта и каждый 12-й китайского импорта приходится на Соединенные Штаты. А на Россию каждый 50-й и 30-й соответственно. Мы знаем, что Сингапур, государство меньше, чем Пермь, и с населением меньше, чем Санкт-Петербург, более важный торговый партнер Китая, чем Россия. Мы знаем, что 48% китайского импорта из России – это сырая нефть. Но даже по этому показателю Россия для Китая не единственный и не безальтернативный партнер. Она обеспечивает лишь 16% китайского нефтяного импорта, уступая в объемах Саудовской Аравии, например. Конфликт с Соединенными Штатами, а тем более с Соединенными Штатами и Евросоюзом, грозит Китаю таким мощным экономическим спадом, что его можно будет сравнить только с войной на его китайской территории. Перестанут существовать целые отрасли китайской экономики, а падение ВВП станет двузначным. Будет просто катастрофа экономическая в Китае. А вот полная утрата России не будет значить в масштабах китайской экономики вообще ничего критичного. На любом из рынков Россия для Китая партнер, которым можно пренебречь. Имея перед собой вот такую вот реальность, российская пропаганда совершенно не стеснялась говорить о китайской альтернативе как о каком-то сложившемся факте. Дескать, Китай, только дай ему волю, покажет фигу Америке и купит у нас все, что не приколочено гвоздями, в обход любых санкций. Причем главное и характерное в этих грезах даже не полная их нереалистичность, а то, что никто и не думал даже спрашивать позицию самого Китая по этому вопросу. Звучало как-то так. Мы великодушно позволим Китаю увеличить товарооборот с Россией примерно в 4 раза, чтобы компенсировать эмбарго со стороны Европы и Соединенных Штатов. Надо ли это самому Китаю, никто не поинтересовался. Вторая и основная мечта и надежда режима на то, что западный мир и Соединенные Штаты в первую очередь устанут от Украины, что рано или поздно избиратели, а вслед за ними и политики, утомятся от необходимости выделять сотни миллионов и миллиарды и десятки миллиардов долларов
Это суммы, которые постоянно требуются Украине, как и в виде прямой финансовой помощи, так и, самое главное, в виде оружия. Тут важен вот какой аспект. В любых рассуждениях о помощи Украине комментаторы склонны забывать о коммерческой стороне вопроса, а забывать они не надо. Военно-промышленный комплекс в любой стране, где он существует, это ведущий работодатель и мощнейший лоббист. При этом сегодня не может существовать такого производителя оружия и техники, который не хочет, чтобы его продукция оказалась на вооружении украинской армии. Дело совсем не только в том, что это просто огромные подряды, что 40 миллиардов утвержденного правительством США ленд-лиза превратятся в оборот, прибыль и рабочие места вполне конкретных компаний. И компании будут за эти подряды бороться. Но дело не только в этом. Дело в том, что Украинский фронт — это беспрецедентная в истории рекламная кампания новых типов вооружений. Ведь только ленивый сейчас не делает военные беспилотники. Не бог весть какие это космические технологии. Но что мы слышим при словах «боевой дрон»? Вот что вам приходит в голову при слове «беспилотник»? Наверняка приходит «Байрактар». И это не только мы так слышим. Правительство, парламенты, генералы по всему миру видят и слышат то же самое. Пластмассовый самолетик с двигателем от кукурузника стоимостью в жалкие $5 миллионов лопает танки, как попкорн. Когда производитель дарит Украине этот самый Байрактар, а потом еще один, не надо удивляться. Это никакая не благотворительность. Просто на каждый подаренный будет продано еще 100 Байрактаров. Теперь компания Байкар может не переживать о своем будущем. Заказов на ее век точно хватит. Или вот столб оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Lockheed Martin, где работает больше 100 тысяч американских избирателей и у которого есть свои конгрессмены, сенаторы, лояльные СМИ и миллионы долларов на лоббизм. Где еще и при каких обстоятельствах он мог бы показать, что каких-то 4 или 10, да пусть даже 16 или 20, как сейчас, его систем HIMARS могут сорвать наступление одной из крупнейших армий мира? Армии, в перевооружении которой за 10 лет вбухали $1 триллион. С 1945 года было немало войн. Но давайте будем честны. Когда ты воюешь против иракской армии, Аль-Каиды, ИГИЛ или талибов, это можно делать оружием и техникой, оставшимся со времен победы над Гитлером. Когда против тебя полуграмотные племена пастухов, вооруженные ржавыми автоматами, то ракеты со спутниковым наведением и беспилотники, управляемые снаряды и концепция сетоцентрической войны не очень-то вообще-то нужны. Потратишь ты не один умный снаряд за $100 тысяч, а 30 глупых снарядов по $2000, разработанных во времена, когда спутники встречались-то только в научной фантастике. Но результат будет тот же. Научно-технический прогресс западной оборонки, который копился почти 80 лет, наконец-то получил реального, адекватного себе противника. Военную группировку в сотни тысяч человек с тяжелой техникой и эшелонированной ПВО, с радарами, авиацией, со всеми признаками регулярной армии, а не бандформирования. Да еще какой? Российской. В такой ситуации на кону не только госконтракты на десятки миллиардов, но репутация на десятилетия вперед. И невозможно представить, что война в Украине не станет международной выставкой вооружений и военной техники. Все на свете Lockheed Martin, Боинги, Texas Instruments долбят сейчас своих политиков. Дескать, мало и медленно помогаем Украине, надо больше и быстрее. Тот, кто лучше всех покажет себя, чье оружие внесет больший вклад или переломит ход войны, завтра окажется во всех военных закупках, начиная от Канады с Австралией и заканчивая Казахстаном и Китаем. Все сейчас очень внимательно смотрят, как на самом деле, не на учениях и не в компьютерных моделях, а на самом деле выглядит война нового типа. Чье оружие и чей подход в ней самые эффективные. Кто выиграет, тот станет новым стандартом. Особенно занятно, что российские власти очень рассчитывают на победу республиканцев в Соединенных Штатах. Пропаганда смакует любую реплику Трампа в духе «давайте договоримся с Путиным». Друзья, вообще-то республиканцы целиком сидят на деньгах тяжелой промышленности в целом и оборонки в частности. И представить себе Дональда Трампа, который скажет: «Прости, дорогой мичиганский рабочий компании Chrysler, ты не будешь собирать бронетранспортер для Украины, ты будешь курить бамбук на рынке труда». Так вот, представить такое сложнее, чем Киев взять за 3 дня. Понятно, откуда сейчас берутся такого рода фантазии.
Фантазия о том, что случится некое внешнее обстоятельство, которое переломит ситуацию в пользу России. Все дело в том, что если тупо и последовательно продолжать делать то, что происходит сейчас, то ни к чему хорошему не придешь. Если делать то же самое, то и результат будет такой же. Россия каждый день теряет ресурсы, необходимые для войны. Каждый день пополняется список подбитой техники, который фиксирует проект «Орикс». Каждый день гибнут обученные солдаты. Каждый день Россия буквально становится слабее в военном отношении. Каждый день растет цена войны для системы в целом. Нужно тратить много денег на ведение боевых действий. Нужно спасать те отрасли, которые попадают под санкции. Нужно откладывать резервы на декабрь, когда Россия лишится 90% экспорта нефти в Европу, и у правительства будут реальные бюджетные проблемы. У России в этой войне есть только Россия. Никто не готов к ней даже приближаться. У нее много ресурсов, но и только. Украина тоже находится в очень тяжелой ситуации. Ее обороноспособность напрямую зависит от скорости принятия решений в самых нерасторопных бюрократиях планеты. Это явно не та ситуация, в которой хоть кто-то хотел бы оказаться. Тем не менее, есть не нулевая вероятность, что ситуация будет идти так, как она идет. Украина постепенно вооружаться все новым оружием, а западные санкции также постепенно разорять российскую экономику. Понятно, что закончится этот процесс чем-то вполне определенным. Рано или поздно баланс изменится в обратную сторону, и войну Россия проиграет. И никак иначе. Именно отсюда и берутся те надежды российских властей, которые все мы все время слышим. Надежды на то, что нас спасет Китай, а западный мир перестанет спасать Украину. Неважно, что эти надежды ни на чем не основаны и противоречат реальности. Просто ни на что иное надежды нет. До завтра.